потомки мои, любимые, сыновья, внуки, правнуки. Видите, в каком был порядке ваш дед, сын, отец? Ну там не сын, конечно, это прогон. Отец, дед, прадед. То есть любил куражиться, жить. Стоп, но ведь на сегодняшний день я люблю жить и куражиться не меньше, просто мне для этого больше не нужен алкоголь. И тебе он тоже не нужен, друг. Те люди, которые давно уже подписаны на мой канал, они знают, что здесь раздают качество. А если вы только что впервые меня увидели, то вы сейчас сами в этом убедитесь. Здесь будет то, о чем вы даже не знаете, о чем вы даже не представляете. Все будет объективно, без пропаганды, без навязывания. Это ваша жизнь, делайте с ней все, что хотите. Мое дело вам показать, что, где и как. Вы на канале Другой взгляд на человека. Меня зовут Александр Российский. Погнали. Вот давайте начнем с базы, друзья. Вот каждый из вас знает, что алкоголь это яд. Каждый из вас знает, что более 90% всех преступлений в мире совершаются под алкоголем. Но в то же самое время практически поголовно все выпивают. И как так получается? То есть штука, которая играет против твоего здоровья, денег, интересов вообще в жизни, и никто от этого как бы не может избавиться или даже не видит в этой проблеме. Ответ заключается в том, что алкоголь гораздо коварнее, глубже и умнее проникает в вашу психику, чем вы себе можете это представить. И даже когда человек рано или поздно созревает к тому, что все, я хочу закончить, я хочу выйти из этой игры, далеко не у каждого это получается. И я вот сейчас вам буду рассказывать, почему, в чем основные сложности, секреты и коварства алкоголя, какие у него есть ключи к твоей психике, как он тебя, каким образом контролирует, как это влияет на твою жизнь, как от этого избавиться, какие существуют вот эти все тонкости. То есть это та информация, которую ты не слышал нигде еще. Это супер интересно, супер грамотно. Поэтому давайте уже приступать к делу. Итак, вот почему же люди не могут бросить алкоголь, несмотря на то, что это играет против их интересов, здоровья и так далее? Дело в том, что у алкоголя есть некоторые такие коварные стороны, о которых вы даже не догадываетесь. И вот одна из первых таких штук, я называю ее иллюзия алкоголя. То есть это в тот момент, когда ты пьешь алкоголь, тебе кажется, что это и есть ты. То есть он обладает таким качеством, встроится в твою психику, и ты начинаешь воспринимать вот это состояние, явление, образ жизни и так далее, как частью своей личности. То есть, другими словами, вот смотри, у тебя есть две руки, и для тебя это норма, то есть в этом ты видишь свою полноценность жизни, потому что будь у тебя одна рука, тебе кажется сразу же, блин, а как я бы жил, а как бы я то, все, как будто жизнь заканчивается. Вот точно такая же история происходит и с алкоголем, только в случае с руками это действительно важно, и это действительно ты. А алкоголь это такой, знаете, как троянский конь, который в твою психику залазит, и тебе кажется, что если не будет вот этого всего, вот этих вот посиделок с друзьями, вечеринок, попоек, движух, клубов, не знаю чего, кому что как нравится, но если не будет алкоголя в твоей жизни, то тебе кажется, что все, твоя жизнь закончена, она скучная, неинтересная, вот просто тупик. А дело в том, что знаешь, почему так получается? Потому что ты воспринимаешь эту жизнь, вот как она у тебя сейчас есть, только без алкоголя. То есть ты примерно воспринимаешь так, что я прихожу на день рождения, сажусь вот за этот прямоугольный стол, все сидят, радуются, а я сижу и просто туплю грустный. Но дело в том, что когда ты бросишь алкоголь, сменится не только то, что ты перестал пить, а сменится все. Твой образ жизни, восприятие. Не будет этих прямоугольных день рождений. Их просто не будет. То есть сначала ты будешь морозиться от них, отдаляться от этих людей. Между вами образуется пропасть. И ты со временем просто не будешь такой формат вечеринок поддерживать. То есть ты будешь ходить туда, где шведский стол, где люди свободно общаются, где могут встать, ходить, какие-то активности и так далее. Да просто твое общество сменится на тех людей, которые либо совсем чуть-чуть пьют, либо не пьют вообще. И это будет другая жизнь. А ты из точки А пытаешься заглянуть в точку Б и не понимаешь, как ты там будешь жить. Поэтому нужно вот раскрывать эту иллюзию обмана. То есть нужно ее осознать, что это не то же самое. Жизнь не будет такой же, только без алкоголя. Жизнь будет совершенно другая. Это можно сравнить вот с таким утрированным примером, что сегодня ты играешь в баскетбол. И то есть для тебя руки жизненно необходимы. И ты не понимаешь, а как я буду играть в баскетбол без рук? Это же невозможно. Но дело в том, что ты будешь играть не в баскетбол, а в футбол. А в футболе руки, наоборот, запрещены, и в принципе играть можно. То есть вот такая, аналогия, параллель, чтобы тебе было понятно, каково это все будет по-другому.
И огромное количество вещей попадут на пересмотр, на переадаптацию. Вот жизненный пример у меня как это было. То есть раньше для меня баня, которую я обожаю, это было пиво, раки, рыба, вот что-то вот в таком духе. И потом ты приходишь после этой бани, не то что там здоровья набрался, а наоборот у тебя на следующий день тебе еще нужно 2 дня лечиться после таких бань. А сегодня, получается, этот весь процесс для меня непонятен, потому что моя парадигма бани изменилась в мед, в травяной чай, в настоящую пропарку как храм для здоровья. Это место, в котором я забочусь о своей машине, о своем теле. То есть я сумел встроить вот это любимое занятие в свою новую жизнь. Но также есть такие вещи, которые, вот, например, свадьба. Я раньше очень любил свадьбы. Я был там раз 10 свидетелем. То есть я ходил, мне нравилась эта движуха, вот это, когда люди сидят за столами, какие-то там полуконкурсы, вот это все пьют, радуются. Но когда ты бросишь пить, тебе это кажется уже абсолютно неинтересным и в тягость. Там все подчинено какому-то графику, регламенту, стоишь на этой жаре, вот это все мучаешься, ждешь когда то. Короче, это вообще неинтересно. То есть меня даже не приглашайте. Я уже хожу, говорю, как на какие-то вечеринки, в которой в свободном стиле, где все пришли, какой-то особнячок, музыка играет живая, вот в таком духе. Вот это мне интересно, потому что я могу также там с каким-нибудь безалкогольным пивом или соком чувствовать себя потрясающе. Но на правилах алкогольного мира быть безалкогольным это глупо, тупо и неинтересно. То есть вот сразу же, понимаете, вот это вот иллюзия. И чем больше проходит лет с того момента, как ты перестаешь пить, тем больше вот это вот разъединение происходит между тобой настоящим и вот этой навязанной шизой про алкоголь. И ты уже не хочешь терять свой рассудок, разум. То есть, если сейчас у тебя в голове стоит такая установка, типа, ох, сейчас бы вот накидаться, весело, классно, потусить, и ты как бы готов променять вот эту вот трезвость, наоборот, ты стремишься к этому пьяному, веселому состоянию, то с годами, то получается, ты хочешь и очень ценишь вот свою вот эту вот трезвость. То есть ты как бы осознаешь, что игра не стоит свеч, и ты это делаешь не из-за того, что типа, ой, алкоголь пить вредно, надо бросать, а потому что уже реально как-то внутри твоей головы плюсы, они перевешивают минусы, и ты не хочешь играть в эту невыгодную игру. Но вот эта вот иллюзия алкоголя, это, пожалуй, самая простая и самая легкая из 5 глобальных причин, почему люди не могут избавиться от алкоголя. Сейчас мы перейдем ко второй причине, она называется капкан алкоголя. Вот каждый из вас знает, что у алкоголя есть 2 процесса. Процесс опьянения и процесс похмелья. Но мало кто знает, практически никто не знает, что это краткосрочное опьянение и краткосрочное похмелье. А также у алкоголя есть долгосрочное опьянение и долгосрочное похмелье. Долгосрочным опьянением я называю процесс, когда в человеческую психику шаг за шагом, незаметно для самого же человека, внедряются как бы некоторые черты характера и поведения, которые не свойственны были для этого человека. То есть, в частности, я проанализировав близких мне людей, которые выпивали алкоголь долгое время, я увидел, что они со временем менялись как личности, трансформировались. И у всех у них были одинаковые сдвиги в одинаковую сторону качеств. То есть первое качество такое, которое появляется за человеком, он становится более упрямый, у него происходит тяга к спорам. Он менее принимает вот эту вот реальность, становится как бы более шипастый. Ему тяжелее принять объективные факты, реальность вот эту всю. Он какой-то немножечко, какой-то вот более в такой затверделой башке, живет в своих мыслях и становится вот как бы не гибкий. Второй момент, то есть его вот какая-то тяга к изменениям, тяга вот к улучшению жизни, она уходит, то есть он наоборот начинает бояться как-то изменений и не любит изменений. Причем вне зависимости, его страна, его семья, его там работа, даже если они его категорически не устраивают, он все равно держится, как будто бы боится вот этих вот новых витков жизни. Третий момент, который с ним происходит, он из человека как бы духовного превращается в больше человека материалистичного. То есть в чем это проявляется? Это проявляется и в психических, и в физических желаниях на более такое жесткое, насыщенное. То есть, условно говоря, из еды, чтобы уже получать удовольствие пьющему человеку, выпивающему, ему нужно, чтобы еда была прям такая насыщенная, как бы вредная, такая жесткая. То есть уже какая-то просто здоровая еда ему не интересна. И то же самое касаемо эмоций. То есть уже какие-то чистые, там, прогулка по лесу, прогулка по парку, ну, рассвет увидеть, закат увидеть. То есть вот эти вот тонкие вещи, которые радуют непьющего человека, они его покидают. И вместо этого к нему нужно, наоборот, насыщенная какая-то вот тяга к громкой музыке, тяга к клубу, тяга к какой-то попойке, посиделке,
где люди смеются, гогот, ха-ха-ха. То есть вот такая тема. То есть уходит вот эта духовность, а приходит какая-то поверхностность. Четвертое качество. То есть человек скатывается больше в какой-то такой цинизм. То есть он начинает больше раздражаться, больше не верить другим людям, не подпускает других людей. И у него появляется тяга к деньгам. То есть для него деньги начинают весить очень много в этой жизни. И, соответственно, отсюда начинает происходить другой, как бы, грех тянет грех, что деньги-то это хорошо, но начинает падать мораль. То есть человек способен уже на какие-то поступки, которые бы раньше он не сделал, а сейчас, допустим, ради этих денег он как бы готов на это пойти. Где-то предать себя, предать свою душу, чтобы подчиниться жизни так, чтобы вот прогнуться, но все-таки заработать денег, то есть какое-то начальство там где-то прогнуться, потерять свою свободу. То есть он становится более управляем извне и более вот такой похотлив до денег. То есть прям вот нужна ему эта тяга, материалистичная тяга. И вот последнее такое тоже явственное, что я замечал, и то, что является фактом, это то, что человек, который выпивает, он начинает терять свою вот какую-то такую нотку душевности, креатива, творчества, и скатывается в какое-то более такое, знаете, обыденное состояние, более такое приземленное. И то есть потом получается такая история, что он трезвый, ему как бы наоборот некомфортно, он чересчур зажат, он чересчур какой-то вот как бы закомплексован. А получается выпьет, он наоборот становится более развязный, неприятно развязный. И то есть таким образом он теряет себя, теряет вот ту сердцевину, в которой он тот человек, которого его любят, каким он и является. То есть ему либо плохо и он чересчур зажатый, либо он вообще такой и все, начинает, даже если как бы не пьяный, но дохера себе начинает позволять. То есть это выглядит неестественно, развязно. Вот то, что я перечислил выше, это симптомы так называемого мной долгосрочного опьянения. То есть, когда человек долгое время выпивает, и даже без уже непосредственно градуса внутри тела происходят определенные метаморфозы, определенные трансформации с его личностью и всегда в худшую сторону. А вот с долгосрочным похмельем это еще более важно понимать тому, кто собирается бросать и завязывать с этой штукой. Потому что, не понимая, что происходит процесс долгосрочного похмелья, в принципе, наверное, практически невозможно выбраться из алкогольной ямы. Сейчас объясню почему. Потому что смотри, то есть ты выпивал кто-то 10 лет, кто-то 5, кто-то 30. За это время, когда ты выпивал, вся твоя личность, биохимия, все твое здоровье, оно перестраивалось под процесс, в который ты внутри себя заливал тягу такую спиртовую, которая внутри твоей головы меняет биохимию, то есть меняет выделение гормонов внутри твоей головы. То есть, что я имею в виду? Вот если ты в здоровом состоянии, как я сейчас, пойдешь в лес, в классную погоду, вот тут в Барселоне прошелся, солнышко, октябрь, все изумительно, и ты получаешь 8 заслуженных единиц удовольствия, то есть 8 единиц дофамина, условно говоря. А если ты сядешь в забыченном парке, вообще в полупрохладной погоде, но возьмешь водярочки и хлопнешь полбутылочки, то ты получишь за это 25 единиц. Потому что это не важно, что вокруг, с кем и так далее. Ты получаешь удовольствие не от того, что ты создаешь в реальном мире, а от того, что попадает внутрь тебя химическим способом. И оно напрямую заставляет мозг выделять это удовольствие, выделять этот азарт. Но мозг для того, чтобы не спалить себя, не сломаться и так далее, он придумал такую штуку, чтобы защитить тебя. То есть он уже привык к тому, что ты приходишь периодически вот в эти всякие там парки, посиделки, бары, выпиваешь какую-то фигню и поднимается вот этот уровень радости. Поэтому, чтобы не изжечь себя, не изжечь свои нервные рецепторы, дофаминовые рецепторы, чтобы все как бы было в пределах нормы, он занижает уровень твоей привычной радости в обычной жизни. И то есть, если я хожу в парк в классных условиях, в абсолютно идеальных условиях и получаю 8 единиц, то ты, выпивающий человек, получишь 0,8 единиц. Потому что, условно говоря, в 10 раз твоя радость, счастье, тяга к жизни, эмоции, мотивация, все занижается в 10 раз по причине того, чтобы дофамин не сжег твои нервные рецепторы, нервные окончания. Итого, получается такая картина. Пока ты пьешь, пока ты ходишь вот по этим всяким злачным местам, пока ты добавляешь в себя эту микстуру ядовитую, то с тобой происходит в принципе баланс. То есть ты выпил где-то, поднял это настроение, оно там что-то подергалось, уходит вниз, ты опять на выходные выпил. И в принципе ты живешь как бы в каком-то таком искусственном, но мире, нормально. Но когда ты бросаешь пить,
ты начинаешь сталкиваться с так называемым долгосрочным похмельем. То есть вот краткосрочное похмелье, когда ты вчера перебрал, на утро лежишь, не можешь не встать, ничего, тебе ничего не хочется, плохо, вот все. Это краткосрочное. И оно обычно действует там 1 день, максимум 2 дня, если ты вообще люто дал. А вот долгосрочная штука, она наоборот, как раз таки первые 3 дня никак себя не показывает. И только начиная где-то вот с 4-го дня появляются вот эти первые признаки долгосрочного похмелья. К ним относятся какая-то некая такая раздражительность, нервозность, ты не можешь расслабиться. То есть внутри ты прям напряжен, тебе хочется, и у тебя мысль появляется, а если я пойду сейчас куда-то в бар, там, в ресторанчик какой-то, выпью бокал вина или пива, и ты сразу как бы в своей голове начинаешь понимать, о, мне так сразу же хорошо станет и так далее. И ты начинаешь подвязывать эти события на происходящее в твоей жизни. То есть ты как бы получаешь внутри себя искусственное напряжение, но ты, так как его получаешь, ты начинаешь это все привязывать к тому, что это потому что на работе стресс, это потому что меня жена довела. То есть ты, короче, начинаешь подкручивать внутреннее плохое состояние от вот этого похмелья долгосрочного. Ты подвязываешь на какие-то факты своей жизни. Хотя на самом деле этого бы все не было. Если бы не было долгосрочного похмелья, ты бы очень легко и просто относился бы ко всем этим жизненным типа стрессам. А на самом деле ты уже взвинчен, у тебя уже плохо, и это лишь вот как бы подвязывается одно на другое. Дальше идем. То есть это полбеды, это только в начале, там, первые дни. Потом оно начинает набирать оборот. Твоя нервная система пытается откалиброваться. Привыкла, что пьешь алкоголь. Алкоголь это транквилизатор, то есть это расслабитель, очень сильный расслабитель тела, психики и так далее. И когда он перестает попадать в тебя, то ты сам не умеешь, твоя нервная система, она не умеет расслабиться, потому что она всегда это делает извне. И получается, это все копится. Тебе становится не по кайфу вот даже делать те вещи, которые ты раньше любил. А между прочим, эта вся шкала начинает подниматься. И через месяц примерно происходит вот, наверное, пик того, что ты как бы не удовлетворен. Тебе плохо. Сидишь в компании своих друзей или близких в ресторане, вот там, где ты раньше получал офигенное удовольствие, а тебе даже не сидится, тебе плохо, скучно, неинтересно, пассивно, депрессивно, серо. И ты начинаешь такое себе прикидывать, потому что ты не знаешь эту информацию, что это похмелье. Ты начинаешь думать, да нахер мне такая жизнь, да я лучше сейчас пойду вон клюкну, и будет все как раньше, весело, интересно и классно. И ты срываешься. И ты срываешься по той причине, что ты думаешь, что вот это твоя новая серая убогая жизнь. Но ты не понимаешь, что это просто процесс похмелья. Как, например, от героина людей там корчит судороги, и неделю они там под себя ходят. А здесь примерно такая же история, просто она не выражена вот такими физическими явлениями сильными. Она выражена только напряжением физическим. А вот психическим, да, и депрессивность, и пассивность, и тревожность, и абсолютно ничего не радует. И вот этот весь процесс, начиная от 1 месяца и вплоть до года, будет примерно вот так вот выравниваться. То есть примерно через год ты попадешь на то состояние жизни, радости, свободы и удовольствия от всего, как ты когда-то был, когда был молодой и когда тебя радовало все без алкоголя, пока ты не вступил вот на эту голимую дорожку. Об этом мы сейчас еще поговорим, почему ты вступил, как и все. Я тебе просто хочу дать понять, что существует это долгосрочное опьянение, долгосрочное похмелье. И уже просто даже осознавание этих фактов, то, что я сейчас тебе рассказал, это уже переворачивает твою игру, переворачивает твое средство борьбы с алкоголем, потому что ты становишься вооружен. А вооружен значит защищен, значит можешь просто продержаться через не могу, потому что станет легче, а не так, что всю жизнь теперь остаток у меня только серость, пассивность, депрессия и ничего не ждешь. Поэтому это очень важно. А сейчас мы знаешь о чем поговорим? Мы поговорим о том, что а как это вообще все началось? То есть с чего это началось? Почему ты сделал первый шаг в этот алкоголь в том подростковом возрасте? В основном это происходит именно в подростковом возрасте. В чем был триггер, спусковой крючок? Потому что чтобы от чего-то избавиться, нужно размотать этот клубок вплоть до начальную точку и проработать первичную вот эту причину, где все началось. И тогда тебя как бы отпустит. То есть это сейчас тебе кажется, что ты в принципе выпивал как бы всю сознательную жизнь, и для тебя это может быть кажется как бы нормально и так далее. Но когда-то это было по-другому, когда-то ты был чист, ты подсел на этот алкоголь, потому что он тебе дал в виде костыля определенные качества, которыми ты не обладал, определенными свойствами в социуме, в общении с другими людьми, которые помогли тебе как бы встроить свою личность и начать контактировать с другими людьми. Вот давай сейчас об этом подробно поговорим. Итак, вот третья причина, почему люди не могут бросить алкоголь, заключается в том же, почему они начали его пить.
По крайней мере, у подавляющего числа людей причина, почему они начали пить, точно такая же, как у меня, и у вас, и у всех. То есть это социальная смазка. Звучит, сука, социальная смазка. Звучит убого, да. Это так называемая мною социальная смазка. То есть это штука, которая помогает замаскировать твои комплексы, проблемы социального плана, потому что когда ты без алкоголя, ты настоящий, стесняешься, комкаешься, тебя легко смутить, еще что-то, ты себе запрещаешь что-то сказать, тебе страшно, тебе стыдно, тебе вот эти все проявления зажимности человека, то есть ты хочешь быть, естественно, лучше, ты хочешь, чтобы было легче, ты садишься с другим человеком, и вам нужна как бы такая штука, чтобы вы перестали друг друга стесняться, чтобы вам было легко и просто, чтобы отпустило вот это внутреннее напряжение. То есть именно вот эта причина, чтобы себе можно было больше позволить, чтобы не было так стыдно, тяжело, чтобы ты был как бы в социуме круче, ярче, интересней. Вот для этого используют в большинстве своем алкоголь. То есть, конечно, используют и для расслабления от стресса, и то, но чаще всего, и вот одна из важных причин, которые людей держат, это то, что они не могут жить и быть так, как хотят. Потому что как только они что-то хотят сделать, подойти там к другому человеку, познакомиться, сказать что-то, обратить на себя внимание, их внутри сразу кто-то держит, сидеть, блин, куда полез. То есть стыд вот это вот, не высовывайся, что люди подумают, сиди. А вот когда дал уже, когда лякнул, то даже если что-то и происходит типа стыдное, то всегда есть как алиби, типа, ребята, это не я, это я напился, извините, да вот так вот получилось, да? И типа вот как будто бы тебя все простили и не обострили внимание на этом факте. То есть как бы так тебе приходится нести ответственность за каждое слово, за каждый поступок. У тебя внутри есть истинное нормальное желание, например, там потанцевать, попеть, проявить себя. Но как бы по трезвости это как будто бы ты не имеешь права, как будто бы ты должен быть таким серьезным, тяжелым, хмурым. А вот по синьке типа, ну да, это же человек выпивший, вы что, не видите, что это можно и нужно, и даже, все, можно по городу идти петь, радостным обниматься, брататься, разрешить любые слова, можно проявлять любой вид любви к друг другу, к людям, и это все как бы окей, это считается окей, душу можно изливать, типа все, это нормально, это же как бы по синьке, все окей. Но дело в том, что это какой-то изуродованный, извращенный мир, в котором вы живете в клетке собственного запретов, вот этого надсмотрщика, который контролирует каждый ваш шаг. Я вот буду говорить о себе, чем мне идти далеко. То есть до 23 лет я никогда не занимался сексом без алкоголя. Даже там пару раз, когда это было, пытался я это делать, у меня сразу не вставало автоматически, потому что степень напряжения такая сильная, что там не то, что не возбуждение, там как будто ты на экзамене по какому-то вождению или еще что-то. То есть тебе стыдно всего, стыдно этого своего голого тела, стыдно смотреть на чужое голое тело, стыдно смотреть в глаза, не знаешь, что делать. Это вообще, короче, ужас. То есть абсолютная закрепощенность вот этого сексуального инстинкта. Я приходил на какие-то дни рождения, заранее мог там где-то там пиво, баночку дать, и тогда на день рождения залетаешь сразу куда-то, хоп, уже веселый, классный. В клуб, если куда-то идешь, то же самое, только там уже не бутылочку, а там, может быть, бутылку коньяка даже вот в одного, и ты уже такой прям пьяный приходишь, свой, здорово, братан, как дела, что ты как. Вот эта вот вся история. Но это, понимаешь, какая фейковая история? Это такая штука, что, прикинь, вот в реальном мире не меняется ничего. В реальном мире все становится точно так же. Ты такой же ущербный, зажимный, стеснительный. Просто ты это подменяешь алкоголем. То есть, во-первых, когда алкоголь попадает в тебя, и он проявляется вот в реальной жизни, он не такой же, как ты. Если бы ты был трезвый и как бы веселый. Это как бы другая субличность, это просто вот синий человек, понимаешь, синий человек. И вот этот синий человек зачастую может, прикинь, дружить с другими людьми. Ты не умеешь, ты не знаешь, ты не дружишь с другим человеком. Дружит твой синий человек, вот этот синий клон, он идет, они, все люди знают его, не тебя, его. То есть это какой-то, знаешь, как, бред полный, понимаешь, потому что ты можешь с человеком 10 лет общаться, и ты даже не знаешь толком, какой он трезвый и какой ты трезвый. Потому что вы всегда соприкасаетесь на каких-то, сразу же, что там, давай по пивку там, и пошли. И начинаете общаться вот по этой синьке. Вы даже не знаете друг друга, какие вы по-настоящему. Это все такое искусственность, бред. И то есть получается алкоголь, что он делает? Он просто внутри твоей головы
делает такое понимание, да, ты крутой чел, ты типа все, вот, ну ты в порядке, ты же видишь, типа давай, вот это канаешь, уверенный, все хорошо, типа как будто все тебя любят, ты всех любишь, ты как бы классный, они все классные. Но это все миф, иллюзия. На самом деле, если бы ты бы мог посмотреть на себя с трезвости, ты бы не воспринял это так, как ты воспринимаешь в своей пьяной голове, ты бы воспринял это во всем убожестве, в искусственности, в развязности, во всем вот этом вот. То есть не меняется от того, что ты принял синее вот это зеленое зелье, не меняется от этого жизнь и истинное течение мира, реализм не меняется. То есть все, что как было, так и остается. Если, например, ты как бы пришел куда-то и тебе плохо, там некомфортно, от того, что ты выпил, ты просто, тебе внутри стало комфортно, а снаружи это все тот же поганое место, поганые люди. И все вот, если тебя не дает это радости по трезвости, если тебя это не возбуждает по трезвости, ни краски не будет жизни, то ты просто избегаешь реальности. То есть получается, алкоголь это никакое не средство расслабиться, это никакое не средство получить удовольствие, это средство сбежать от реальности. Я это точно понимаю, потому что я сбегал от этой реальности. То есть от того, что ты живешь, допустим, не в том месте, не в той работе, тебе хочется уйти, забыться от этого напряжения, стресса. Но ты не можешь уйти, ты же не то, что там покупаешь какой-то билет и уезжаешь в другую страну и там пробуешь как-то начать с нуля. Нет, ты остаешься все тут же, просто внутри тебя вот это вот как бы искусственно все фоном такой, синий фон появился, который убрал лишние мысли, лишние напряжения, лишние какие-то переживания за свою жизнь. И я вот вспомню просто по своей молодости, я этого человека, допустим, по трезвости терпеть не могу. Идем куда-то в гараж, через полчаса мы уже обнимаемся, сигарку курим, уже типа кенты. Что это такое? Ну как это так вообще? И то есть это так практически постоянно. Как бы грех, тем более, всегда тянет грех. Ну я говорю грех как плохое что-то, нечто в твоей жизни. То есть в том плане, что если ты вот это вот пьешь еще, там дальше где-то и сигарка рисуется автоматически. То есть рисуется плохой образ жизни, рисуется какой-то, вот для женщин особенно, блядство какое-то рисуется. Животное просыпается, а животному уже все равно, нравится этот партнер или не нравится. Сколько раз я просыпался с мыслями, типа, блин, ну отвратительно. То есть просыпаешься с кем-то в постели, и ты не хотел бы, чтобы это было. То есть ты на трезвости вообще не воспринимаешь этого человека, эту девушку, как какой-то, как сексуального партнера. Ты просто по синьке, ближний какой-то доступный вариант, вот это вот, вы просто по-животному спарились, ты даже половину не помнишь, как закончилось, как что. Просто вот чисто какая-то животная, вот такая штука. Ужас, ужас, ужас. И вот она, вот это вот так называемая социальная смазка, но там, где она вначале смазывает, зачастую она так перемазывает это все, твою жизнь говном, что ты в итоге уже и себя теряешь, и сколько потом лишних слов ты говоришь, за которые тебе стыдно, и сколько потом лишних поступков, оно, понимаешь, когда ты что-то вот не в ответе за свои слова или за свои поступки, или на тебя копятся вот эти компроматы твоего позорного поведения, то ты и по трезвости не можешь быть уже сильным человеком, потому что у тебя есть вот как бы какие-то, знаешь, тараканы в шкафу, или как называется, скелеты в шкафу. Вот эти вот, короче, проблемы, которые ты, типа, не хотел бы, чтобы они в разговоре когда-то кто-то поднял, вспомнил. И ты как-то уже стараешься не высовываться, потому что за тобой грешки. Вот поверь мне, это так и есть. То есть, когда ты трезвый, сильный, когда ты говоришь всегда людям правду, когда ты стоишь за свои слова, так ты, как говорил там Бодров, да, то есть ты, в чем сила, брат? В правде. Потому что тебе нельзя навязать ничего, потому что ты истинно в душе своей всегда в правде. Тебя нельзя поймать на компромате, тебя нельзя как-то вот уличить, развести, потому что ты есть титан, ты есть мощь, ты есть мужчина, ты отвечаешь за свои слова, ты такой, все, что с тобой можно сделать? Ничего, потому что тебя не сломить, ибо ты в правде живешь и в трезвости. Также еще в чем прикол, что вот алкоголь, когда ты его вот выпиваешь, он меняет твои качества характера, приводит их к общему такому синему знаменателю. То есть, условно говоря, да, есть люди, которые становятся добрые от алкоголя, есть какие злые. Но злых очень мало, и их, допустим, уберем в сторону. Вот, допустим, все добрые. Так вот, все добрые, они становятся как бы по одному типу. Они поэтому и находят друг с другом все так классно языки и начинают классно общаться, потому что синька очень сильно объединяет. Она делает из разных национальностей, культур, из разного всего, как бы такой общий примитивную модель. И дело в том, что ты
теряешь тем самым свою индивидуальность, свою силу. Вот я, допустим, по Синьке становился такой как бы добренький, сразу какой-то типа, о, прощал, такой слабенький и так далее. А когда ты попробуй вот на трезвость, да, то есть как бы я за свои слова в ответе, я вот это за силу в ответе, вот этот авторитет, инстинкт власти, и люди это все чувствуют, они по-другому тебя, ну, с тобой себя ведут, они не пытаются уличить момент, когда ты вот такой вот как бы слабенький, уязвимый, и что-то у тебя попросят или спросят разрешение, а ты типа, да, конечно, а потом по трезвости ты не хотел этого делать, они просто тебя как бы поймали на манипуляции, понимаешь, вот это ты тоже теряешь. Сколько денег ты тратишь, когда, допустим, выпивший где-нибудь пошел в магазин, все накупил, ну, потому что ты в моменте такой, да, конечно, вот это вот щедрый, раскидываешься лишнему, даже то, что тебе не нужно. То есть ты как бы, ну, теряешь вот это очень невыгодное состояние, очень невыгодное. Во всех смыслах. Ты не менее интересный, менее харизматичный, менее сильный. Ты отдаешь, получается, ключи от своего разума, то есть от своей вот эти вот ключи от своей личности, ты отдаешь другим людям. Ты как бы переворачиваешь игральные карты, ты их не рубашкой вот закрыты, что они не видят, что у тебя там туз, валет или шестерка, а ты их разворачиваешь, они тебя как бы читают, особенно тот, кто не пьет, по сравнению с пьющим, он может так вот это все видеть. Ты как будто как примитивный на его фоне. И поэтому люди достигают, люди очень сильно идут вперед. А мы еще не говорим про те явления, что не просто это так, ты потусился, изменился и все, а на утро ты как бы встал и пошел. Так ты еще на утро ни хера не встал и ни хера не пошел. Ты обещал что-то сделать, но вечером же мы же все такие герои, типа, да, поехали, завтра на шашлычки, завтра на природу, завтра на море. На утро встал, какое море шашлычки? Плохо. Вообще как будто тебя подменили. То есть наговорили все лишнего, за разговором не отвечают. То есть плохо, отвратительно, весь день коту под хвост, не можешь встать с дивана толком, лежишь. Так как у тебя еще 5 дней рабочих, потом суббота-воскресенье ты в принципе можешь пытаться менять свою жизнь, выйти из этого замкнутого круга. А ты в субботу-воскресенье даешь, и все, и в понедельник опять еле отходишь, потом к четвергу чуть расцветаешь, и опять синька. И вот это по кругу. Я так катался много лет, ребята. Это все, это тупик. Не было ни денег, ни призвания, ни понимания, ни девушки, ничего не было. И сейчас даже, ну я даже не могу вам описать степень той уровня жизни, которая у меня есть сейчас и то, что у меня было тогда. Тогда это был просто обычный паренек-слесарь из Приднестровья. Сейчас я живу жизнью вот той, которой ты даже не сможешь представить. Вот, знаешь, ты даже, если вот тебе сказать ресурс безграничный и денег и всего, ты не сможешь представить, потому что в твоей голове даже нет таких мыслей. Потому что у меня тогда не было таких мыслей, я даже не понимал, что так хорошо можно жить. Потому что я ее выстроил, эту жизнь. Но выстроил ее только всегда трезвый и всегда выбирая шаг за шагом, а не так, что с тобой что-то случается и тебя как по течению синему ведет. Невозможно построить жизнь своей мечты, когда ты периодически теряешь контроль и управление над своей жизнью. Это же логика, это же реализм. То есть ты должен уяснить в голове сейчас, вот просто подумай, прям за моими словами подумай, что алкоголь это просто фейковое состояние, это то, чего не существует. Реальность от этого не меняется, это фейк, это не настоящее, это просто иллюзия. Вот ты можешь сидеть просто сейчас, допустим, и такой думать, о, я живу сейчас в Беверли-Хиллз, пальмы, машины, я хожу с Ди Каприо в гости иду. Это бред и фейк. Так вот, алкоголь и все, что происходит под этим, мысли, мечты, твои вот какие-то все, это все такой же фейк. Это ничего с общего с реальностью не имеет. Потому что это выдумка. Это просто бред твоего мозга под измененным химическим состоянием. Все. Тебе нужно понять, что от этого жизнь не меняется. И это как бы ты проживаешь жизнь как в компьютерную игру, теряя свою настоящую основную жизнь. Вот как только ты это поймешь, тебе станет страшно, и ты бросишь, ты задумаешься об этом очень серьезно. Но смотри, как я и говорил, с чего мы начинали? Мы начинали с того, что ты стеснительный, зажимный, напряженный человек. А вот здесь тебе уже пригодятся мои знания и мое понимание, то, на чем я вообще, как бы, что я открыл, подарил миру. То, что не знает современная психология, то, что не знает современная медицина. Что наши мысли в голове, они, конечно, в голове, ты их осознаешь там. Но приходят они импульсами от тела, из тела, от нервной системы. То есть каждая пережитая травма, каждая пережитая ситуация в детстве, когда тебя засмеяли, когда тебя подавили, когда тебя избили, это все сейчас существует в твоем теле в виде импульса, застрявшего рефлекса импульса. И этот импульс идет в твою голову и подает туда сигнал. То есть, условно говоря, вот ты пережил там, не знаю, 100 травмических ситуаций в твоей жизни, которые там вызывали в тебе сильный стыд, сильный запрет, сильный страх. Так вот сейчас твоя голова, твой мозг, твой центр, он получает из тела
одновременно 100 сигналов, вот этих запретов, вот это не высовывайся, страшно, что люди подумают. И ты одновременно поэтому и стоишь, тебе как бы ты как парализованный, тебе страшно, тебе стыдно, тебе нельзя, тебе запрещено, тебе нельзя быть собой, потому что твою голову атакуют эти импульсы. То есть, условно говоря, они не в голове рождаются, в голову они приходят и в голове осознаются. Если ты снимешь зажимы в теле, то оно станет все чистое, и внутри тебя начнется тишина. И уже внутри себя ты начнешь спокойно проявляться, коим ты и должен был родиться. Потому что никто не рождается зажимным, стеснительным, таким закомплексованным. Нас таких делает социум, делает, подавляя психотравмами. И вот я нашел выход из этой ситуации не годами через голову к психологу идти и каждую разбирать, а каждой говорить. Так можно всю жизнь, не хватит. И это очень неэффективно, потому что ты в голове мысль прорабатываешь, а импульс остается, и он приходит. И ты, получается, лишь как бы пытаешься оседлать эту дикую кобылицу. А я тебе говорю вообще просто, чтобы ее не было, и чтобы ты начал по-настоящему руководить, чтобы ты был в тишине, в спокойствии, в удовольствии, в энергетике, в биоэнергетике, то есть в состоянии, в котором тебе просто здесь и сейчас даже хорошо, просто по факту того, что ты сидишь. У тебя нет стеснения, ты собой доволен, ты себя любишь. Потому что все, что ты вот это вот не любишь, не принимаешь себя, это также эти самые зажимы и застрявшие импульсы, которые говорят голосами там бабушки, тети, учителя, мамы. Они же разговаривают с тобой, это же вот мыслекрутка, она же внутри в твоей голове. Ты хочешь что-то сделать, подойти, сказать что-то, а внутри одновременно голос то есть как бы перетягивание канатов. То есть это же не у тебя не шизофрения, то есть ты хочешь, это искренняя душа, я хочу, а вот это запреты того зажима, который тебя не дает, надсмотрщик этот, он тебя держит в узде, чтобы ты не высовывался, чтобы ты просто провалил свою жизнь. Потому что так типа стабильней. А то, что так несчастливее, это никого как бы не волнует. Тебя просто задрочили, забили, понимаешь? Как собаку, у которой хвост поджался, и она теперь не ходит как хвастливо по двору, а просто щимится. Вот и ты щимишься, понимаешь? И то есть вот это вот знание, оно называется «Другой взгляд на человека». Уже тысячи людей изменили свою жизнь просто невероятно. Там не то, что вопрос про алкоголь, там вопрос тотального изменения жизни, психики, восприятия. Алкоголь это лишь всего лишь как костыль, как следствие, так же как и табакокурение. Это все лишь костыли, при котором ты не можешь быть настоящим, тебе запрещено. То есть я тебе предлагаю решить не вот эту вот финальную точку, в которой тебя беспокоит алкоголь, например, а то вообще, почему это все происходит, где тебе даже бросать не придется, оно у тебя отвалится автоматически, потому что ты начнешь себя принимать трезвым. То есть весь канал посвящен как раз таки этой тематике, зажимам, застрявшим импульсам, другой взгляд на человека. Про алкоголь это лишь я как бы поделился своим опытом и знаю, насколько это важно, но канал именно этой тематики. У меня есть, например, бесплатный курс, в который ты можешь пойти своими же руками, послушать все, попробовать, получить результат и уже для себя сделать выводы, работает это для тебя, не работает. Но, конечно, оно работает, ты охренеешь от того, насколько быстро, сильно и как бы допинг. То есть, условно говоря, вообще я тебе скажу так, ты вот так вот поймешь очень сильно. То есть, когда ты трезвый, тебе плохо, тяжело, сковано, и как только ты выпиваешь рюмочку первую, появляется вот такое состояние игривое, расслабление, шофе, настроение вверх, и ты такой типа ух, вот это и есть состояние беззажимности. То есть просто алкоголь действует путем химическим, то есть он как транквилизатор расслабляет твое тело, и твои зажимы временно деактивируются, пока ты выпивший. И то есть, соответственно, вот эта вот некоторая легкость, то, что мы называем состояние шофе, когда язык подвешен, когда ты легко говоришь, когда тебе хорошо, это и есть состояние беззажимности. Просто я в нем живу. Когда я выпиваю алкоголь сейчас, у меня наоборот состояние такое помутнение, потяжеление, отупение. А раньше так же было, как у тебя. То есть вот это вот веселье и легкость появляется от того, что ты сильно зажимный. И оно как бы ух, и на этом фоне между того, что ты был сильно зажимный, а теперь беззажимный, вот эта радость и вот это состояние разницы, это оно и есть. А я тебе предлагаю сделать так, чтобы оно постоянно было тобой, чтобы ты жил в нем. И тогда тебе будет неинтересно просто выпивать. Потому что ты просто стремишься путем вот этого лекарства, яда, алкоголя прийти как бы к себе. Но это путь в никуда. Потому что он тебе дает, и он же у тебя берет. А здесь никаких ни откатов, ни отдач, ни побочных эффектов, ничего. Потому что ты себя чинишь и возвращаешь в исходную версию. Поэтому попробуй, у меня есть телеграм-группа, заходи туда. И вот здесь будет изменить жизнь кнопка. Нажимаешь и попадаешь сразу в этот мини-курс. И там занимаешься, там 3 часовых занятия. Это очень интересно, это другой взгляд на человека. Ты ничего такого не видел, не слышал. Это психология будущего. Это то знание, за которым будет будущее. И последний, 5-й пункт, который тебе нужно прямо сейчас глубоко осознать. Это ты не можешь бросить пить алкоголь, потому что ты боишься
Ты не хочешь изменения своей жизни. То есть ты, условно говоря, хочешь как? Ты хочешь, чтобы было все так же самое, только чуть-чуть как бы получше и чуть-чуть по-другому, без алкоголя. А тебе нужно осознать, что нет, что это вранье себе, что ты начал пить, потому что тебе, условно говоря, не нравились твои друзья, твой город, твоя жена, там, твоя семья. То есть, по крайней мере, в той форме, в которой сейчас происходит взаимоотношения с этими людьми, с этими местами, с этой работой и так далее. То есть разница в том, что ты пытаешься натянуть сову на глобус. Это не твоя жизнь, это не твоя реальность. Тебе нужно понять, что ты хочешь другой жизни и начать хоть чуть-чуть по шагу слушать, что ты по-настоящему хочешь, и пытаться это дело исправлять. Тебе нужно осознать, что как только ты бросишь пить, то процентов 80 минимум тех людей, которые ты сегодня называешь друзьями, они отвалятся, будут другие друзья, другие люди. Потому что сейчас это не дружба. Ты можешь со мной спорить, говорить, да пошел ты нахер, они у меня с детства и так далее, это мои близкие. А я тебе говорю, что ты просто находишься в клубе ценителей стеклотары. И как только ты выйдешь из этого клуба, то твои отношения, сначала произойдет легкая такая как бы трещина, надлом, оно будет увеличиваться, вы будете немножко как бы поигнорировать, потом немножко уже далеко-далеко-далеко. И в один прекрасный момент ты как бы осознаешь, что уже нету даже связи, созвонов, даже каких-то там поздравлений с днем рождения нету. Вы стали друг другу людьми, которые имеют общие воспоминания, но не имеют текущей общей правды и текущей общей вот истории. Потому что сейчас вы совершенно в разных полюсах. А вот те люди, которые пойдут за тобой, последуют за тобой, тоже как бы бросят и пойдут к путь развитию, они станут твоими близкими, с твоими самыми новыми, лучшими друзьями. И вообще ты будешь встречать новых людей гораздо более чистых, искренних, потому что люди, которые не пьют, это априори люди чище, люди лучше, люди добрее. Потому что, не может яд сделать из тебя лучше, он из тебя сделает всегда хуже. Все преступления, все самое плохое, человеческие проявления, человеческие качества, они только лишь обостряются под алкоголем. И тебе сейчас просто-напросто страшно вот пойти в эти изменения, потому что таково свойство человеческой психики, это нормально бояться, это вот условно говоря, я каждый год меняю там страны проживания, потому что мне нравится познавать этот мир, я человек мира, я живу, набираюсь этого опыта, интереса, но каждый раз, когда вот проходит год и мне нужно переезжать в новое место, я знаю, что там будет лучше, интересней, но все равно вот это вот страшно и хочется удержать, вот эта тяга к стагнации, тяга к одному на месте сидеть, ты как бы боишься этих изменений, новое место, новые люди, новое все, но ты превознемогаешь, идешь, и буквально там через 2 недели на новом месте ты уже не понимаешь, как ты мог вообще так думать, как ты мог держаться за прошлое и так далее. То есть нам страшно вне зависимости от того, что тебя ждет хорошее или плохое. Если ты не понимаешь, если ты не знаешь, что это такое, тебе будет немножко страшно, тревожно, ты будешь пытаться удержать старое, потому что это нормально для человека, это устройство, скрипты человеческого разума. Но ты должен понимать, что это работает именно так, и идти в это будущее, идти, менять, знать, быть открытым, понимать, что это вот, я вот объяснил, почему это яд, как это тебя ограничивает, понимать, как это предает тебя, твои интересы. Творец на тебя надеется, предназначение у тебя какое-то есть. Родители в тебя думали, что ты вырастешь человеком достойным, классным, интересным, а не как чмо просто проведешь свою жизнь. Просрав, откровенно. То есть сколько людей вокруг, у тебя знакомых, родственников и так далее, которые все, 50-60 так и прожили несчастно, так и прожили не на своем месте, так и прожили в каких-то вот, знаешь, склоках, распрях, самим собой и так далее. Неужели ты этого хочешь? Как можно прятать так долго от себя вот эту правду? Пойди в нее, убери это вранье себе, признай тот факт, что да, я ошибался, я заблуждался, но я хочу новую жизнь, я готов. Я готов и потерпеть, вот эту вот ломку перетерпеть. Я готов и пойти в будущее, не буду бояться. Я построю жизнь своей мечты, у меня это обязательно получится. И как только ты вот так вот это настроишься, можешь пересматривать еще раз это видео мое, и ты как бы будешь эту силу мою черпать в свой ресурс, и поймешь, и когда-нибудь через год ты пересмотришь уже даже свою жизнь прошлую, ты обернешься назад и поймешь, Александр, спасибо, ты был вот тем Рубиконом, который помог мне сделать этот шаг. Потому что на новой стороне, на трезвой стороне, там счастье, там здоровье, там здоровые отношения, там нету приблуд, там нету вот этого всего кидалова, там нету этой грязи. А ты живешь как бы в грязи, но тебе кажется сейчас, что это наоборот свет, а вот у нас тут в трезвой стороне непонятно, что творится. Но, впрочем, всегда выбор за тобой, и никто тебя не тянет. Я лишь просто рассказываю свою позицию, потому что я был и там, и я могу сказать, где лучше. А ты уже, это твоя жизнь, делай свой выбор. Я только лишь попрошу вас оставить комментарии под этим видео, потому что, я душу вложил. Это длинное, качественное видео. Я писал сценарий, я писал, чтобы не забыть ничего. То есть я это все как бы выкладывал для вас, чтобы изменить вашу жизнь.
А от вас стоит просто написать комментарий, что вы думаете по этому поводу, согласны, не согласны, какой хотите следующий ролик. Ну, вот активность, то есть мы с вами в одной лодке. Канал процветает, видео процветает, я делаю больше, вы смотрите больше. Это работает именно так. Поэтому будьте активны. Насчет телеграм-группы я вам сказал, кнопка «Изменить жизнь», там бесплатный мини-курс. Идите, пробуйте прямо сейчас, не откладывайте, потому что вот именно вот это откладывание на завтра приводит к тому, что это происходит никогда. Вот сейчас, пока есть этот задор, идите туда. Вот на данном этапе это для вас, наверное, одно из самых важных, потому что вы получите новый виток, новую энергетику, новую перепрошивку себя, и это поможет вам бросить, остановиться и пойти вообще в правильную сторону. Ну и будьте на этом канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Будьте здоровы, берегите себя. Пока.